Сегодня я на тако-ивенте трясу маракасами под мексиканский вайб, а это значит пришло время вернуться в стил брейнрот, чтобы снова прокачаться и красть брейнротов у школьников. Просто посмотрите, как я жестко отжигаю. Если ваша тусовка не похожа на эту, даже не зовите меня. Кстати, ребята, перед началом видео поставьте лайк и нажмите подписку с колокольчиком. Это ускорит выход нового видео в 10 раз. Как думаете, где? Правильно, я пробрался на базу к Сэмми, и вот вам пруф, если не верите. Итак, я думаю сначала украсть вот этих смешных уток, а потом я возьму еще что-нибудь, если успею. О, смотрите, какая-то ночная тусовка врубилась. Я на таком мероприятии еще, кстати, ни разу не был. Ладно, сейчас я соберу немного денег со своих бомжарских брейнротов и побегу обратно к нему на базу. Хотя стоп, место для новых мобов 0. Придется сбагрить сначала своих лузеров на рынке и освободить слоты. Ну все, поехали. О, тут еще какие-то крабы шастают по полу. Надеюсь, они не кусаются. Итак, давайте вот этого школьника заберем. Он 150 лямов приносит все-таки. Нет, вы просто посмотрите на мой флекс. Вы вообще видели, чтобы я когда-нибудь так танцевал? Это просто угар, я не могу это комментировать. В общем, забираем балерину Луло и идем на базу. Так, ну что, я думаю, пора еще пару месечек освободить. И давайте откроем лаки-блок. Мне реально интересно, что из него выпадет. Чуханини, таканини. Все понятно, ерунда. Погнали, лучше его на ту трассу ринотестерини разноцветного заберем. О, смотрите, бегут кабанчиком. Наверное, на уроки опаздывают. Интересно, смогу ли я их забрать? А, нет, не смогу. Жаль. Какие-то пряники валяются. Надо их забрать. Не знаю, что это за гаджет, но пусть будет. Потом разберусь. Смотрите, мне подписчик подарил Джоб-Джоб-Джоб. Вот это классный моб. Такого у меня еще не было. Поставив Джоб-Джоба к себе, я забрал золотого Леру-Леруле за 3,5 ляма. Продал лягушку, и мне подарили еще одну обезьяну. Затем я зафармил лаки-блок и отправился обратно на трассу ждать, пока выйдет еще что-нибудь прибыльное. Но так и не дождавшись, со скуки решил открыть лаки-блок и посмотреть, что мне выпадет. А выпали мне снова эти утки. Потом мы устроили рейд с подписчиками и украли у школьников всех брейнротов, в том числе Бомбини Гусини, который нужен был мне для перерождения, так что я немного прокачался. Потом на базу пробрался Тун-Тун Сахур и попытался украсть Траллейла Тралла, но мы его быстро отпинали, так что он особо ничего нам сделать не смог. А дальше к нам забежал Бекон, и мы его тоже как следует покатали по карте и надавали по жопе, украв у него всех брейнротов. А если тоже хотите сыграть со мной, то подписывайтесь на мой телеграм, там я пощу, когда я буду играть и как скоро выйдет новое видео, так что вы не пропустите очередную игру, если, конечно, включите уведомления. Затем я пробрался на базу и попытался украсть 3 Петропу, но немного не успел, так что я очень расстроился. Но потом подписчики подарили мне 3 Петропу еще круче, с какой-то мутацией, так что я снова обрадовался. Потом наступила ночь, и я уже играл один. Я пробрался на базу и украл вот такого вот суши-пингвина, после чего начал воровать вот такого вот алмазного брейнрота и еле унес ноги с его базы. Мне осталось дойти буквально несколько шагов, но меня все-таки поймали. Так что я пошел воровать фламинго. Правда, нести его пришлось через всю карту, что было довольно опасно. И я решил спрятать его на втором этаже, но оказывается, так делать почему-то нельзя, и мне пришлось спускаться по лестнице обратно на первый. Затем я украл вот такого алмазного мифического брейнрота, но этот школьник не хотел принимать поражение и решил пытаться вернуть его обратно, воруя его с моей закрытой базы. Так что я решил его проучить и принял решение продать его брейнрота прямо у него на глазах. А потом мне подарили вот такого вот Лос Крокодилос. Затем я пробрался на базу к школьнику, который, видимо, ушел делать уроки, и своровал у него админ лаки-блок за 250 миллионов, и довольный побежал к себе на базу так быстро, что он даже не смог меня догнать. Затем я вернулся за вторым лаки-блоком и тоже потащил его к себе на базу, которую я сразу же заблокировал. Конечно же, на этом я не остановился. Я снова вернулся к нему на базу и украл вот такого вот ушастого фури брейнрота. Честно скажу, вижу такого впервые. А он еще и кофе пьет. Вообще крутой. Реально. Просто посмотрите на него. Ему вообще пофиг. Пока этот бекон пытался попасть по кнопкам своими детскими пальчиками, я уже добрался до своей базы и успел ее заблокировать. Так что ему только и оставалось наблюдать, как я открываю его лаки-блоки и плакать. Так, друзья, момент истины. Распаковываем наши лаки-блоки. Из первого мне выпала вот такая вот морковка, а из второго мне снова выпали гуси. Кажется, алгоритм Роблокса решил, что я будущий гусиный магнат, или я не знаю, почему мне так на них везет. Конечно, хотелось бы уже наконец выбить тот самый легендарный 67, но, как говорится, лучше что-то, чем ничего. Ну что, следующий уровень перерождения, а для него мне нужно было собрать 5 миллиардов и завладеть тем самым ультраредким лутом Тун-Тун Сахуром. И я, как истинный искатель приключений, отправился на его поиски. Но оказалось, долго искать не пришлось. У одного из наших подписчиков как раз завалялся один такой красавец. И вот я, довольный как слон, уже летел обратно на свою базу, чтобы наконец-то заапгрейдиться и заюзать свое новое перерождение. Итак, 3, 2, 1, есть. Ну что, чувствуете мощь? Теперь моя база еще круче. И да, товарищи, на этом я не остановился, потому что настоящий брейнрот-магнат никогда не спит. Я пошел дальше и раздобыл себе какофанта-элефанта. Да-да, того самого для следующего перерождения. Кстати, пока вы тут все это осознаете, не забудьте поставить лайк этому видео. Ваш палец вверх для меня как редкий брейнрот для моего настроения. Дальше я решил покрутить колесо и посмотреть, что мне
мне выпадет. У меня как раз было 3 попытки. Из первого раза мне выпали деньги, целых 900 тысяч, а из второго вращения мне выпали снова деньги, только еще меньше. Зато третье вращение меня не подкачало. Мне выпал инь-янь бизон с шансом 1%. Сначала я даже не поверил, что мне так повезло, поэтому быстро побежал на базу проверять, правда это или пранк от разработчиков. Но самое страшное в этом всем было то, что моя база на момент получения брейнрота была открыта, и пока я бежал туда, там уже что-то крали. Но мне повезло, почему-то вор решил вместо секретки выбрать Татата Захура, так что мой бык был на самом деле в безопасности. Потом я решил отдать 4 своих брейнрота ведьме на суп и посмотреть, что мне выпадет. А пока они варятся, я зашел на базу к другу, и он мне подарил вот таких вот секретных тако брейнротов. Ставьте лайк, если тоже хотели бы себе такого. Затем ко мне на базу попытался пробраться агрошкольник Бекон, но моя охрана быстро спустила его по лестнице, так что у него даже не было шансов. Дальше я попытался понять, как работают способности у Супермена, но если честно, я не очень разобрался в них. Обычный плащ-невидимка, как по мне, намного лучше. Ай, да блин, этот пчеловод меня замучил. Ну еще и подзатыльник мне дал. Ну и что ты на моей базе? Ага, давай, прыгай. Все равно ничего не получишь. Интересно, что с моим клоном? По-моему, он вообще в кайфе. Я знаю, что ты прячешься за углом. Предлагаю тебе новую игру, симулятор камня. Надеюсь, тебе понравится. Затем мой суп из брейнротов наконец-то сварился, так что настало время смотреть, что получилось. И мне выпала волшебная лягушка. Конечно, я ожидал большего, но на первый раз сойдет. Спасибо за просмотр, всем пока.